Известно давно, как в капле воды может отразиться Вселенная, так в частном общее. Один из перекрестков на Среднем проспекте Васильевского острова Ленинграда. В репортаже участвуют пешеход Лариса, пешеход, пожелавший остаться неизвестным, автомобилисты Иван Петрович и Сергей, их коллега, тоже пожелавший быть неназванным, а также представитель автоотряда народной дружины Якушев Валентин Федорович. Лариса, вы часто бываете на этом перекрестке? Да, бываю. Да вам нравится этот перекресток? Ну, нравится. А что не нравится? То, что маловато порядка, и милиции не всегда бывает. Первый же пристальный взгляд убеждает. Порядка на перекрестке действительно маловато. И вот результат. Только за первые 3 месяца 1987 года здесь были ранены 2 пешехода, а 1 погиб. Присутствие милиции заставляет нас вести себя более дисциплинированно. Да вот беда. В Ленинграде тысячи перекрестков. Где уж тут напастись постовых? Как, по вашему мнению, можно навести порядок? Ну, я думаю, у людей же само должно быть самосознание. Не согласиться с пешеходом Ларисой невозможно. Должно быть самосознание, а вернее сознательность. Но от желаемого до действительного, как известно, большое расстояние. И убедиться в этом, увы, не представляет труда. Где вы переходили проезжую часть? Вон там, рядом с перекрестком. А почему не на переходе? Буквально 5 метров, но... Тем более, видите, 5 метров всего осталось до перехода. И вы вдруг решили... Все переходили, и я переходил. Ну кто все? Почему-то вас задержали? Только Да вас? потому что я первый. Вы повернули из 2-й полосы направо. А здесь, по-моему, вся главная дорога. Главная дорога, но рядность движения определяется. Или разметкой, или с учетом габаритов автомобиля. Документы предъявите ваши, пожалуйста. А я как ученик. У меня только документы на машину. А на право управления автомобилем? Нет. В одном случае нам никак не пройти 5 метров до пешеходной полосы, а это дополнительное напряжение для водителей. В другом мы бестрепетно садимся за руль без права управления автомобилем. А ведь движущийся автомобиль – источник повышенной опасности. Почему же пешеходы часто забывают о водителях, а водители о пешеходах? Чтобы понять это, выслушаем и ту, и другую сторону. Каковы взаимные впечатления о культуре нашего поведения на улице? Ну, я могу сказать, что просто ужасное. Пешеходы просто бросаются под транспорт. Пешеходы порой нарушают. Идут на красный светофор. Такое бывает. Но особенно молодое поколение. Ведет себя на улице просто, я бы сказал, вызывающе. Игнорирует не только, так сказать, автомобили, но и инспекторов ГАИ, перебегают улицу или просто стоят. Я считаю, что безобразно себя ведут, вот особенно в возрасте где-то 16 лет. Попытка взять под защиту хотя бы одну категорию пешеходов. Пожилые люди, практически, они никогда не нарушают правила движения. Тут же категорически опровергается. Срезание углов, особенно это вот к пожилым людям относится, пенсионного возраста. Мало того, что они невнимательны, вообще не смотрят никуда. И в основном водители злые на пешеходов. У нас дружбы не получается никак. Вот так, дорогие пешеходы. А ведь вы, как заметили классики, составляете большую часть человечества. Мало того, лучшую его часть. Автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Неужели автомобилисты об этом забыли? А забыв, не преувеличивают ли недостатки пешеходов? Обратимся к авторитетному человеку. Якушев Валентин Федорович много лет состоит в дружине по безопасности движения Ленинграда.
Впечатления очень тяжелые. Есть пешеходы, которые практически не признают никаких правил дорожного движения. В основном пенсионеры не обращают внимания ни на знаки, ни на разметку, ни на сигналы светофора. Молодежь в возрасте от 15 до 21 года тоже предпочитает переходить улицу там, где не положено. Итак, мнение народного дружинника о пешеходах полностью совпало с мнением о них водителей. Выслушаем теперь другую сторону. Улицу нельзя перейти спокойно. А если перейдешь, так... Вот видите, вот вода здесь. Вот если я сейчас встану, вот меня обольют. И все. И ничего ему не будет. Они же на людей-то нас не смотрят. Понимаете, вот он сел в машину, и вот он, значит, едет. И все. А мы это так, мол, посторонние. С водителями, я считаю, что достаточно тоже тяжело. Причем независимо от того, так сказать, профессионал он или любитель. Серьезные, так сказать, нарушения правил дорожного движения имеется и с той, и с другой стороны. Подчеркнем, серьезные нарушения и с той, и с другой стороны. А это приводит вот к чему. Так, может быть, от взаимной неприязни пора перейти к согласию? Первыми это поняли автомобилисты. Лучшая, сознательная их часть. От обид и претензий они перешли к делу. Одни из них в тесном сотрудничестве с госавтоинспекцией стали работать с пешеходами. Другие со своим братом-автомобилистом. Напоминать нерадивым, что правила уличного движения обязательны для каждого. Делиться искусством читать дорогу. Выявлять нетрезвых водителей. Проверять техническое состояние и правильность использования общественного транспорта. Вот далеко не полный перечень обязанностей, которые взяли на себя эти люди. Дружинники автоотряда. А мы всегда ли с пониманием и сочувствием относимся к их добровольной работе? Часто придираются напрасно. Ну, например? Ну, если человек перешел в неположенном месте улицу, не обязательно же с него сразу же брать штраф. Ну, можно на один раз простить. Я считаю, что они просто вносят какую-то сумятицу. Они должны как-то работать. Они считают, что остановка машин, чем больше они остановят машин, тем больше они, так сказать, выполняют работу. Каждый должен быть на своем месте, вы понимаете? Вот, если инженер в поле, это не порядок. Он должен быть на заводе, да? Вот, так вот здесь вот вместо этого дружинника должен стоять гаишник, простите, работник ГАИ. Мы хорошо знаем, где должны быть другие, чем они обязаны заниматься. Но каждый из нас в отдельности всегда ли делает то, что надо и как надо? Если мы пешеходы и мы водители будем вести себя на улице как культурные, уважающие друг друга люди, нарушения прекратятся, и дружинники уйдут с перекрестков. А вы всегда сознательны? Нет. Тоже, да, конечно, перебегаю улицу в неположенном месте. И не совестно? Нет? Нет. Почему? Ну, когда никто не смотрит, когда нет надзора же, о какой совести можно говорить? Значит, вам нужно, чтобы не лишали надзора? Да. Обычный перекресток Ленинграда, каких тысячи. В его жизни отражаются проблемы нашего дорожного движения. И не только его.